Волга – главная русская река. Русский Нил, как писал Василий Розанов. Поволжье – первая периферия в истории России. И в начале XIX века Пушкин описывает восточный берег Волги как все еще дикую и глухую окраину. Только с середины XIX века с бурным развитием волжского судоходства Поволжье становится важнейшим торговым маршрутом и точкой пересечения людей и культур, от пастухов-калмыков до богатейших купцов, заключавших на Нижегородской ярмарке гигантские сделки. Конец XIX века – время максимального расцвета волжской торговли и культуры, разнообразной и терпимой к любым вкраплениям. В годы НЭПа ярмарки и речная торговля в целом продолжали развиваться. С 1922 по 1929 годы товарооборот вырос с 30 до 240 миллионов рублей. Однако уникальная волжская цивилизация погибла с окончательным уничтожением рыночной экономики и началом индустриализации. Погибла не метафорически, а буквально. 30-е годы электростанции и водохранилища уничтожили природный и культурный ландшафт. Берега реки изменились до неузнаваемости. Волга давно потеряла былое транспортное значение и даже толком не впадает в Каспийское море, исчезая в сетке ручейков. Что представляет собой Поволжье сегодня? Традиционно Поволжьем называют территории, находящиеся по берегам среднего и нижнего течения Волги. Это огромное и крайне важное для страны пространство, как ментально, так и экономически. В официальной географии существует Поволжский экономический район и Приволжский федеральный округ. Их границы сильно отличаются. Доля Приволжского федерального округа в экономике страны – 24%. Здесь производят четверть всей сельскохозяйственной продукции России и 10% всей электроэнергии. Из-за развитой транспортной сети Поволжье играет огромную роль в нефтепереработке. И это не говоря уже о промышленности. Например, крупнейший в России автомобильный завод в Тольятти, а крупнейший хлопчатобумажный в Камышине. В этом смысле Волга действительно великая русская река. Только она в такой же степени великая нерусская река. Поволжье – самый этнически разнообразный регион России после Северного Кавказа. Башкиры, чуваши, мордва, удмурты, немцы – национальный состав Поволжья, несмотря на века колонизации, остается очень пестрым. Почти для четверти жителей Поволжья родным является не русский, а один из тюркских языков. Существуют и религиозные границы, которые могут не совпадать с национальными. Волга и объединяет Россию, и проводит границу внутри нее. Она делит страну на север и юг в верхнем течении и на запад и восток в нижнем. На это наслаиваются разделения между народами, языками, религиями, областями, городом и все еще живой и важной для экономики региона сельской местностью. В свое время сталинская индустриализация уничтожила дореволюционное Поволжье и создала новое, промышленное. В постиндустриальную эпоху подобные мегаломанские эксперименты уже невозможны. Сегодня уже не получится по-советски игнорировать очевидные различия между регионами и национальными культурами. Жители современного Поволжья могут сами влиять на судьбу региона. Помимо тяжелой промышленности, здесь можно развивать внутренний туризм, фермерское сельское хозяйство, культурные индустрии, работу с наследием. Это огромное количество пока не задействованных локальных ресурсов.